Сегодня не будет никакой российской политики и нытья по поводу курса биткоина. Только самые интересные новости из области метавселенных, NFT и Web 3.0. Если вам интересно, какие космические NFT выпускает Lamborghini, как Марку удалось продать залежалый блокчейн мохнатому банку, почему Маск решил делать человекоподобных роботов вместо машин и почему нам все еще нужна социальная сеть без цензуры, а еще как в Майами прошла, наверное, самая лучшая гибридная вечеринка в истории человечества, то вы в нужном месте. Если вас интересует какая-то конкретная тема, смело прыгайте по оглавлению в описании. А если вам интересно все, то нажимайте лайк, подписку, устраивайтесь поудобнее. Сегодня у нас в гостях будут и другие ютуберы, с которыми я вас познакомлю немного позже. Я Алишер, вы на Метабазе, оцифровываемся. А начнем по традиции с самой скучной, но жирной новости. Microsoft покупает Activision за какие-то космические 70 биллионов долларов. Это показывает, какую огромную цену мелкомягкие готовы заплатить за возможность быть конкурентоспособными в метавселенных. Суммарно проекты Activision сейчас используют 390 миллионов геймеров ежемесячно. Самые популярные игры Activision Blizzard — это World of Warcraft, Call of Duty, Diablo и Overwatch. В итоге Minecraft получает ресурс, который способен создавать проекты качественнее, чем у той же меты, и сможет конкурировать с Sony. Никто не знает, что получится в итоге, но ясно, что это приобретение окажет большое влияние на метавселенные. Несмотря на то, что мета хочет, чтобы люди думали, что социальные сети — это естественный путь в метавселенные, это с таким же успехом могут быть игры. В таких играх, как Fortnite и Roblox, мы видим, как легко люди могут не стрелять друг в друга, а просто общаться. Потрясающая своей трогательностью история возвращения блудного самурая. Филипп Роуздейл, основатель Second Life, решил вернуться в свою старую компанию. Он займет должность директора по продуктам. Его первой задачей будет улучшение пользовательского опыта, облегчение поиска контента и людей. Филипп – энтузиаст блокчейна и децентрализации. Однажды он сказал, что блокчейн – это следующая большая вещь после интернета. Проект, которым он занимался до возвращения в Second Life, High Fidelity, тоже связан с блокчейном. Кроме того, High Fidelity проинвестировали в Second Life. Все это говорит нам о том, что вторую жизнь ждет вторая жизнь и теперь на блокчейне. Мой логин там Алишер Шарали. Добавляйтесь в друзья, и мы сможем с вами сходить, например, в Maddy's Music Cafe, которое на прошлой неделе отпраздновало свое 12-летие. В мире, где ночные клубы приходят и уходят, Maddy's остается успешным в течение долгого времени. В кафе всегда играет музыка, люди танцуют и знакомятся. Там выступают как живые исполнители, так и популярные диджеи. А еще там есть специальный человек, хостес, который приветствует клиентов и отвечает на их вопросы. Читатели журнала Virtual Reality Radio Magazine 10 лет подряд признавали их одним из лучших музыкальных заведений в Second Life. В других метавселенных все не так хорошо с развлечениями. В Децентраленде прошел самый скучный рейв в истории. Вечеринка была посвящена запуску коллекции NFT норвежского художника Бjarne Мелгарда. И там выступало несколько местных диджеев. Рейв в метавселенной — это игра, в которой нечем заняться, написал Бен Гилберт в Business Insider. Это явно было создано человеком, который никогда не был на рейве, сказал Виктор Тангерман на сайте futurism.com. В Децентраленде действительно не так много танцевальных движений и нет VR. Люди просто слушали музыку из браузера и занимались своими делами, не пытаясь вовлечься в происходящее. Другое дело — гибридные ивенты. Это когда события одновременно происходят в виртуальной реальности и в мясном мире. Артист Angel Baby, татуированный кролик, порвал в клочья барьер между реальным и виртуальным на вечеринке Fluff House Miami Art Week. Fluff House — это сообщество виртуальных кроликов. Сообщество виртуальных кроликов. Слушай, я когда это говорю, я думаю, что происходит вообще? Вот как надо это все принять как реальность, что мы живем в мире, где сообщество виртуальных кроликов устраивает вечеринку на Art Miami Week.
Fluffhouse — это сообщество виртуальных кроликов, насчитывающее около 50 тысяч человек. Несмотря на то, что они общаются в онлайне, на вечеринку прилетели 600 человек из всех уголков земли. Angel Baby выступал на огромном экране, в то время как гости тусовались in real life. Для тех, у кого случалась ломка по виртуальной реальности, организаторы предлагали спасение в виде окулусов. Интересно, что кролики — это не просто статичные NFT, это трехмерные модели, созданные аниматорами, которые работали над такими проектами, как «Аватар» и трилогия «Властелин колец». Недавнее обновление Fluff World добавило кроликам возможность менять виртуальные пространства и использовать звуковые эффекты. Эти кролики замечательные, на мой взгляд. В их дискорде очень уютно, все вежливые, мягкие, пушистые. А еще это отличный пример децентрализованного сообщества творческих людей. Музыка, как и вечеринки, это очень важный контент для метавселенных, и огромная компания Warner Music Group купила приличный кусок земли в сэндбоксе. В рамках партнерства The Sandbox будет работать с WMG над созданием инновационных музыкальных событий, происходящих на Warner Music Group Land. Эти иммерсивные впечатления позволят артистам Warner Music взаимодействовать со своими поклонниками, а также охватить глобальное сообщество Sandbox и создать новые источники дохода и новые формы виртуальных развлечений. Так было написано в пресс-релизе. Warner Music Group — настоящий гигант в мире музыкальных компаний, объединяющий сотни ведущих артистов и лейблов, включая Atlantic, Warner Records, Elektra и Parlophone. Подключение таких серьезных игроков рынка подтверждает для меня, что метавселенная не пустышка, а будущие виртуальные концерты ведущих артистов Warner Music Group, таких как Дэвид Гуэтта, Аврил Лавин и даже Маруф, тащусь от нее, Маруф клевая, тебе нравится Маруф? Будем следить за анонсами. Пока лейблы и артисты присоединяются к метавселенным, некоторые, наиболее активные и креативные, строят свои собственные. Уже известный по активности в проекте Sandbox Стив Аоки делает свою метавселенную, основанную на NFT – Aokiverse. Предсказуемое название, да? Аоки называет свою метавселенную токенизированный социальный клуб. Это значит, что для получения доступа к контенту придется раскошелиться. Контент будет включать в себя билеты на концерты Стива Аоки, ранний доступ к Аоки NFT, а также к проектам для друзей и семьи, частные мероприятия, мерч, одежду и цифровые вещи, физические игрушки. Интересно, какие физические игрушки? Я не отношу себя к фанатам Стива Аоки, но его активность в криптосреде поражает воображение. А вот творчество пионера электронной музыки Жана-Мишель Жар мне гораздо ближе. 21, 22 и 23 января он выступал в VR-чате с новым альбомом «Оксимор». К сожалению, я не могу поставить тут его музыку, но ссылка на релиз будет в описании. Если хотите прочувствовать, включите на фоне на следующую минуту. Перформанс представлял из себя иммерсивный концерт в специально созданном для этого мире. Виртуальные декорации были выполнены в монохромных тонах. Специально для этого ивента были созданы аватары, идеально дополняющие настроение мира. Приятно осознавать, что мир Оксивиль был создан российским художником Павлом Павликовым. Очень жаль, что я не узнал о концерте заранее и не смог насладиться им в очках виртуальной реальности, которые становятся все более продвинутые и доступные с каждым днем. Стали известны детали нового шлема от компании Sony. PSVR 2 будет работать с Sony PlayStation 5 через провод, что немного ограничит мобильность, но уменьшит задержки и доставит всю мощность топовой консоли прямо к вашим глазам. Разрешение панелей 2000 на 2040 это, конечно, не космос для нового продукта, а вот OLED-дисплеи это шаг вперед. Прежде всего потому, что они делают черный цвет действительно черным, что очень важно для погружения и ощущения реалистичности, особенно в темных сценах. Ужастики на PSVR 2 будут заходить на отлично. Наличие HDR сделает виртуальный свет таким, что вам, возможно, захочется зажмуриться от взгляда на солнце. Также PSVR 2 будет отслеживать положение глаз и иметь вибромотор прямо в шлеме. Можно будет ощутить головой пулю в пейнтболе. Надо будет попробовать поударяться головой о виртуальные стены. Мне этого всегда не хватало. Ну да, ну ты представляешь, ты подходишь к стене где-нибудь такой, у тебя прям идеально. Из минусов, которые известны прямо сейчас, это отсутствие трекинга рук без контроллеров. Хотя, учитывая игры на Sony, это, возможно, и не сильно надо. AR-индустрия тоже на месте не стоит. Компания Magic Leap раскрыла детали второй модели своего футуристичного хедсета.
Промо-роликов не завезли, но судя по спекам и рендерам, это будет очень интересный девайс. Линзы умеют изменять пропускаемость света в диапазоне от 0,3 до 22%. Это сделает виртуальные объекты более реалистичными и позволит переключаться в VR-режим, почти полностью блокируя свет извне. Также на борту, а точнее на носу, будет камера на 12 мегапикселей, отслеживание глаз и аудио. Очки очень тонкие и легкие. Вся мощь батарейки вынесены в отдельный такой жирный серьезный блок, который вполне возможно придется носить в рюкзаке за спиной. На контроллерах будет тачпад, а операционной системой станет Android. Пока непонятно, можно ли туда ставить обычные Android-приложения, но если можно, это будет очень здорово. AR и VR привлекают не только инженеров и геймеров. Артисты и художники все больше обращают внимание на виртуальную реальность. Проектов сотни или, может быть, даже тысячи, и я не могу охватить их все, и очень рад, что среди моих коллег по YouTube есть те, кто делают отличный контент на эту тему. Слово Сергею Самородову. Пока что VR очень молодое направление, но дайте ему несколько лет. Уже сейчас есть художники, которые добились значительных успехов в этом направлении. И если вам нравятся комиксы, то работы Гору Фуджиты вам точно понравятся. Последние годы Гору занимается анимацией, и он уверен, что VR-комиксы — это не просто хорошая задумка, а действительно интересный вид арта. Спасибо, Сергей. Хочу добавить, что на его канале вы найдете отличный ролик об искусстве VR, ссылка в описании. Время вспомнить про наших постоянных пассажиров Илона и Марка. И на этой неделе у них не все было гладко. Проект Diem, обещавший стать нативной криптовалютой фейсбучика, был продан за смешные 200 миллионов банку Silvergate Capital, что можно считать официальной кремацией мечты Марка о мировом финансовом господстве. Даже скорее эксгумацией и кремацией останков. Потому что уже в 2019 году было понятно, что регуляторы Марку дороги не дадут. И ни ренейминг с Libra на Diem, ни пивот с фиатного стейблкоина на национальной валютой не помог. И даже появление коина Novi в WhatsApp не имеет никакого отношения к Diem. Капры Diem, то есть аминь. Илон Маск, пытаясь отвлечь прессу от проблем с Теслой и SpaceX, заявил, что главный проект Теслы — это не машины, оказывается, а человекоподобные роботы. Процитируем Марка. Итак, с точки зрения приоритетности продуктов, я думаю, что наиболее важной разработкой, которой мы занимаемся в этом году, является робот-гуманоид Optimus. Я думаю, что со временем он может стать более значимым, чем автомобильный бизнес. Странно, что не Optimus Prime. Было бы логично. Тесла есть, роботы есть, надо делать трансформеров. Забудут ли покупатели про Roadster, Semi и Cybertruck? И можно ли будет перекинуть депозит Cybertruck'а на Tesla-бота, узнаем совсем скоро. О человекоподобных роботах Маск заговорил еще в августе, показав миру танцора, затянутого в спандекс, и принятого тогда как шутка. Все, я больше не могу это комментировать. То есть реально на этой конференции вышел такой чувак, который изображал робота, а потом начал просто дико отплясывать. Это хуже Федора. Федор хотя бы пытается выглядеть как робот, а этот там просто какая-то BDSM-дичь. И даже при таком гибком, как спандекс Теслабота сознании, Илон Маск продолжает утверждать, что не до конца понимает, что такое метавселенная и Web 3.0. А вот его коллеги из Lamborghini, как выяснилось, понимают. На прошлой неделе The Verge опубликовал материал об NFT для Lambo, созданном швейцарским художником Фабианом Офнером. На картине Офнера изображен Lamborghini, разделенный на основные компоненты, летящий сквозь непроглядную черноту космоса. При этом детали произведения искусства — это настоящие части Lambo, отснятые в студии. В сумме у команды ушло на работу 2 месяца. В феврале мы узнаем о том, как сообщество оценит усилия Фабиана Офнера, но что-то мне подсказывает, что высоко, учитывая, что спортивные автомобили этой компании являются одним из самых востребованных автомобильных украшений для криптотрейдеров, нуворишей и потомков шейхов. Сильные криптопроекты всегда предлагали своим участникам возможность заработать, особенно если зайти рано. И это может быть не только перепродажа NFT или трейдерство на биржах. Это можно будет делать с помощью того, что мы все и так умеем делать. Создавать контент в соцсетях. Я проактивно слежу за развитием децентрализованных социальных сетей. Многие слышали про Голос и Steemit. В прошлом году многие узнали о BitClout. А в этом году самой главной децентрализованной, нецензурируемой социальной сетью обещает стать проект Social.
Эта сеть построена на блокчейне Solana, который уже имеет мощную экосистему из различных приложений и приличное число последователей. В течение прошлого месяца команда Social стала проявлять больше активности в социальных медиа и рассказывать о проекте. А это значит, что тестовый релиз совсем близко. Я присоединился к Дискорду, в котором нашел гиперактивное русскоязычное сообщество, и познакомился там с девушкой Яной, которая неплохо разобралась в проекте. Привет, Яна! Привет, Алишер! Social — это мобильное приложение для iOS и Android, а также веб-сайт. В Social у каждого пользователя есть свой токен, позволяющий инвестировать напрямую в людей. При регистрации вы получаете 1 миллион токенов. Этот запас фиксирован и одинаков для всех. Затем, чтобы следить за людьми, есть 3 уровня подписки. Администрация не может подвергать контент цензуре. Если вы публикуете что-то, оно может оставаться размещенным навсегда. Пока кто-то где-то считает этот контент важным, то он не может быть удален какой-либо другой стороной или органом власти. Спасибо, Яна. Больше о Social вы сможете узнать в ее обзорном ролике, ссылка в описании, а я буду обязательно возвращаться к новостям об этом очень интересном прогрессивном проекте. В новом дивном мире Web 3.0 есть место не только для социальных сетей и для людей, но и место для наших братьев меньших, собачек и кошечек. Создатели токена Shiba заявили о планах на строительство метавселенной Shiberse. Обещают иммерсивный опыт и виртуальное пространство. А как вы думаете, можно ли будет выгуливать свои Shiba-коины в виртуальном лесу? Хотя после Tesla-бота меня уже мало что может удивить. Хотя постойте. Проект Classic Dodge собирается оцифровывать домашних животных и делать из них NFT-аватары. В WooFpaper, у них вместо white paper WooFpaper, написано, что их можно будет выгуливать и скрещивать прямо в метавселенной. Пока это все больше выглядит как шутка, но мы все отлично помним, что случилось с криптокотиками, над которыми сначала тоже все смеялись. А в итоге огромный проект стал, много людей заработало денег. Главное, чтобы в погоне за виртуальными кроликами, котами и собаками мы не забывали о нашем физическом мясном мире. Так что сразу после того, как подпишетесь на канал и поставите лайк, найдите и обнимите кота, выгулите своего пёселя или, может быть, даже пообщайтесь со своей женой, мужем, не по WhatsApp, например. Все ссылки на источники, а также голосование по новым темам выпусков вы найдете в телеграм-канале Метабаза News. Как только пробьем 1000, обещаю включить комменты и потусим там как следует. Меня зовут Алишер, это канал Метабаза. Встретимся в метавселенных. А еще хочу вас поздравить с нашими первыми достижениями. У нас почти 100 тысяч просмотров и первая 1000 подписчиков. Давайте все вместе немного пощекочем алгоритмы YouTube, напишем комментарий и поставим лайк, чтобы наш канал развивался еще быстрее. И о том, что мы делаем, узнало больше замечательных людей, таких как вы.